смотрится она просто неимоверно. Ну, можете сами оценить. Друзья, всем доброго утра! Сегодня хочу поделиться с вами способом, как создать альпийскую горку, как создавал я свою альпийскую горку. Ну и немножко расскажу вам в подробностях, что да как. Выглядит это примерно вот так вот. С этой стороны сейчас тоже покажу, как все это выглядит. В общем-то, в чем особенность этой альпийской горки? Альпийская горка, ну, как известно, создается от на каком-то уклоне, вот, и так далее. То есть вот эти альпийские горки, которые делаются в виде прыща такого на ровной поверхности, ну, как-то, не знаю, не очень они красиво смотрятся. В общем-то, я какое решение сделал? Я взял вот такие вот большие валуны, вот такие вот камушки, вот, и выложил из них такое себе основание. Вот в виде треугольника, получается, они идут. Вот, и уже от этих камней делал саму горку. Вот, ну а дальше предлагаю вам посмотреть, собственно говоря, как создавалась эта альпийская горка. Расскажу вам все, в принципе, в подробностях, то есть как, что, зачем делать. Ну а потом пройдемся уже по растениям, то есть расскажу вам, покажу, какие у меня здесь растения и вообще какие растения, ну, классно смотрятся именно на альпинарии. Итак, друзья, начинать изготовление альпийской горки нужно, естественно, с разметки. Первым делом вы размечаете участок, где будет располагаться ваша альпийская горка, рисуете ее конфигурацию, как она у вас будет располагаться. Вот, после того, как вы разметили участок, вы выкапываете под всей площадью альпийской горки яму приблизительно 15 сантиметров глубиной. Снимаете грунт. Это обязательное условие, это необходимо делать, иначе у вас все это дело поплывет через год, через два. Камни ваши просто уйдут в землю. Далее вы в эту яму засыпаете щебень. Подойдет также там всякий кирпич битый и так далее, то есть это, ну, не проблема. Но желательно как бы обычный гравий, щебень. Щебня засыпаете примерно сантиметров 10 по высоте. То есть яма у вас где-то сантиметров 15 глубиной, вы засыпаете сантиметров 10. Щебень утрамбовывается. Поверх щебня вы засыпаете все это дело песком. Слой, ну, буквально там небольшой, то есть, я не знаю, ну, пару сантиметров буквально сверху засыпаете, утрамбовываете все, опять же, это трамбовкой. Вот, после этого начинаем укладывать камни. Вот я же говорю, если вы захотите делать такой же вариант, как у меня, то есть вы начинаете укладывать камни по периметру, вот где у вас будет край альпийской горки, начинают с угла укладываться камни. У меня вот этот угол, это самая высокая как бы точка альпийской горки, и вот с этого угла уже она начинает сходить на 0 как бы. На угол мы укладываем, естественно, самые большие, как бы самые такие массивные валуны. Вот, камни обязательно надо укладывать так, чтобы они, как сказать, держались самостоятельно, то есть чтобы они у вас не опирались нигде там, ну, сбоку, там они как-то на землю не опирались и так далее, потому что когда вы начнете поливать, пойдут там дожди, у вас эти камни просто попадают, то есть они должны
как бы прочно, крепко стоять, быть таким основанием этой альпийской горки. Я укладывал их так, что, ну, то есть притрамбовывал немножко и такое положение выбирал, то есть чтобы они устойчиво стояли. Вот, у меня получилось 2 яруса. То есть сначала такие более плоские камни я ложил, потом более такие вот, ну, как видно здесь, ну, они не круглые, ну, такие вот тоже, ну, не такие плоские, как внизу. Вот. После того, как вы уложили основной вот этот вот периметр, скажем так, угол вот этот альпийской горки, да, вы начинаете подсыпать землю, подсыпать грунт. Как раз вот тот грунт, который вы сняли, вот этот сделали котлованчик, вы начинаете подсыпать этот грунт. Грунт опять-таки насыпаете там сантиметров 15, утрамбовываете. Насыпали сантиметров 15, утрамбовали. То есть он должен быть достаточно такой утрамбованный, потому что в любом случае, когда вы будете все это поливать, у вас он немножко будет оседать, все это будет уходить и в щебень, как бы, и может быть где-то в щели. Вот, щели, кстати, между камнями желательно тоже заделывать какими-то или небольшими камушками такими, то есть вставлять, то есть чтобы они были минимальные, то есть чтобы при поливе у вас, скажем так, весь этот грунт не поплыл, вся эта земля не повытекала просто через эти щели. Вот. Также, если вы планируете делать, ну, такие как бы террасы, а вы их в любом случае будете делать, потому что, ну, как бы смотрится достаточно неплохо. Вот, под эти террасы также желательно делать такое небольшое какое-то основание, то есть на щебень чуть ниже, да, укладывать камушки какие-то, вот, и делать под эти камни основания, чтобы они у вас просто в землю тоже не поуходили. Вот. Далее вы, по мере того, как вы делаете вот эти вот террасы, скажем так, спускаетесь, да, вы опять-таки подсыпаете грунт и его утрамбовываете. То есть вот сделали террасу одну, подсыпали ее, как бы немножко так подперли, как бы, да, и начинаете утрамбовывать. Вот. Ну и в самую последнюю очередь, внизу уже, после того, как вы сделали вот эти террасы, разложили там камни, сделали какую-то композицию, вы укладываете уже самые такие низкие, самые такие, скажем, плоские камни уже на самый низ. Вот. Ну, собственно говоря, вот на этом работа с камнем подходит к концу. Что желательно сделать? После того, как вы вот это все выложили, да, засыпали землей, желательно все это хорошенько полить. То есть не садите сразу растения. Полейте хорошо, причем желательно там несколько дней, может быть, даже поливайте хорошо вот эту землю, чтобы она у вас села. Вот, то есть это важно, почему? Потому что, опять-таки, я же говорю, земля достаточно, ну, первую неделю, две, там, может быть, месяц, она так хорошо проседает. То есть желательно вообще это делать как бы с осени, а на весну уже садить растения. Ну, в моем случае я это делал все весной, то есть я весной сложил и саму каменную часть, да, и весной же там в ту же там неделю, через две, уже точно не помню, начал садить растения. Вот, но обязательно, если вы будете делать сразу, обязательно хорошенечко проливайте. Проливайте, то есть, чтобы у вас земля села, плюс вы увидите, где у вас там может быть вытекает грунт, то есть где-то может быть там какие-то надо подложить камушки небольшие, как-то зафиксировать это. Вот, ну и после того, как вы уже все эти процедуры манипуляции провели, уже можно приступать к посадке растений. Вот, растения, опять-таки, если вы захотите повторить там примерно там мой вариант, да, то есть растения, ну вообще, в принципе, при любом раскладе растения так и садятся. То есть сначала садятся, наверху садятся большие растения. Вот, то есть, ну, в моем случае это была горная сосна. Вот. Кстати, вот вы можете видеть, да, какая она была и какая она сейчас. Вот это прошло 2 или 3 года, по-моему, как она выросла. Вот, то есть сначала я садил вот сверху, скажем, изюминка на торте, это горная сосна.
Вот, и уже ниже по склону вы, получается, садите растения, которые такие более поменьше, да, то есть между там совсем какими-то отверстиями, где между камнями образовались, там можно какие-нибудь камнеломки садить, там седумы и так далее и тому подобное. То есть, ну, композицию как бы в плане растений уже выбирает каждый сам для себя. Вот, и, кстати, вот на этой вот фотографии, да, вы можете видеть то, как эта альпийская горка выглядела там в первые дни своей жизни. То есть, и насколько сильно она изменилась сейчас, да, то есть это к тому, что обязательно при посадке растений нужно учитывать масштабы их разрастания, то есть какие эти растения будут в своем старшем возрасте, да, то есть если мы возьмем вот, например, та же канадская ель коника, вы видите, какая она была малюсенькая вот 2-3 года назад, то есть это был совсем там какой-то росточек, да, небольшой. И та же сосна горная, то есть она была совсем небольшая, то есть видно здесь четко. И насколько они разрослись за 2-3 года. А если учитывать, допустим, плюс там 5, плюс 10 лет, то ну, вы можете представить себе, какие масштабы это будут. Да? То есть обязательно растения выбирайте какие-то небольшие, то есть желательно, чтобы карликовые они были какие-нибудь, да, то есть там, ну, то есть учитывайте обязательно рост этих растений. Если это можжевельники, допустим, да, то, ну, они вообще очень быстро на самом деле растут, вот, поэтому это такое как бы обязательное условие, то есть это, ну, вот первое то, что нужно, на что нужно обращать внимание. Так, ребят, ну теперь предлагаю пройтись по растениям немножко. В общем-то, ну, опять-таки, я же говорю, если вы хотите делать классический альпинарий, то есть чисто альпийской горкой, это, ну, однозначно надо покупать только альпийские растения, коврики разнообразные, там, камнеломки, может быть, какие-то, ну, и т.д. и т.п. В общем-то, у меня здесь присутствуют самые разнообразные растения. Что, в принципе, самые такие, ну, я не знаю, то, что должно must-have быть, как мне кажется, это, конечно же, всякие тимьяны. Тимьяны, вот это такое классика, скажем так. Вот у меня тут видов достаточно много, этих тимьянов. Вот так они выглядят, они сейчас цветут и издают очень приятный запах. Вот еще вот такой вот тимьянчик есть, но он тут немножко на солнышке выгорает, ничего страшного. Смотрится тоже достаточно классно. Тоже вот сейчас цветет. В общем-то, тимьяны это то, что такое, как бы, ну, не знаю, наверное, в первую очередь. Неплохо смотрятся вот такие вот овсяницы. Такая вот травка. Это голубая овсяница. Вот это зеленая овсяница. Не знаю я, как конкретно называются эти виды, ну, голубая, зеленая их называют. Это сейчас цветет, тут за ней, в принципе, не сильно видно сам этот коврик зелененький, но смотрится она классно. Вот, потом подойдут любые седумы, очитки, их называют, ну, вообще по-правильному седумы они называются. Видов этих седумов я не знаю сколько, честно говоря, у меня, наверное, тут и тысячной части нету, вообще из видов разных. Вот такие вот они вот. Это раз. Вон еще тут повыше растет. Вот такой вид есть. Вот есть такие вот цветут. Так, ну вот такие самые стандартные, простенькие. Вот, потом, ну, седумы я там дальше вам еще покажу, пару вариантов. Теперь есть такое растение замечательное, карликовая гвоздичка, называется Baby Loam. Смотрится она просто неимоверно, ну, можете сами оценить. Вот так вот это выглядит. То есть она растет таким ковриком, она такая достаточно, ну как сказать, плотная. Такой коврик плотненький у нее, она прям как ежик, колючая такая вот. Вот, и вот такие вот у нее цветочки вылазят, вот такие вот цветочки.
ну не знаю, как на мой взгляд, это тоже то, что в принципе должно быть. Если есть возможность купить такую гвоздичку, она, конечно, они продаются такими маленькими вот, небольшими такими вот прям кусочками. Вот. Но она разрастается довольно-таки быстро. Вот этой гвоздики, по-моему, если не ошибаюсь, года 3, наверное, уже. Примерно. Где-то около 3 лет. Вот. Потом есть вот такой вот... ну можно вот такая вот есть декоративная земляника. Тоже вот такие вот у нее прям куча ягод. Но эти ягоды, я так понимаю, несъедобные. Вот. Тоже она быстро распространяется, разрастается. Вот. Также можно садить вот такие вот мшанки. Такая травка. Сейчас посмотрю, видно, тут не видно. Наверное, не видно ничего. Ладно, сейчас покажу с этого ракурса. Вот такие вот. Но опять-таки они капризные в плане на солнце не выгорают. То есть это где-то надо их садить, я не знаю, в таких регионах, где не сильно жарит солнце. Потому что у меня вот я тут садил, они у меня все в принципе повыгорали. Вот. Потом очень круто смотрится, ну тимьян, опять же, за тимьян я говорю. Вот такой вот тимьянчик. Это просто вообще сказка какая-то, я не знаю. Это карликовый тимьян, как точно называется, честно говоря, вам не скажу. Вот, но он тоже растет таким плотненьким ковриком, прям вот такой, очень маленький у него листики, вы можете видеть, и цветет он тоже такими фиолетовыми цветочками, смотрится просто, я не знаю, просто огонь, честно говоря. Мне он очень нравится. Я его как-то года 3 назад тоже увидел, потом еле-еле его нашел, где купить именно этот вид. Вот, и теперь он у меня есть. Вот тоже, кстати, тимьян очередной. Так, что еще? Ну вот армерия тоже классно смотрится, уже подцветали. Тут, правда, эти цветоносы надо пообрезать. Вот, тоже достаточно классно смотрится. Она тоже такое вот как бы зелененькая. Вот это, кстати, для альпинария, для классической альпийской горки вот вполне подойдет. Вот такая вот армерия. Так, что еще из интересного? Ну вот понятно, тоже камнеломки. Вот она, эта камнеломочка. Ее тут не видно уже. Попридавливала ее тут. В общем, вот такая вот камнеломка. Между камней растет она. Очень тоже хорошо смотрятся они, органично. Ну, у меня тут позарастало, я же говорю, уже надо тут делать санитарную чистку. Вот, потом есть еще вот такие вот гвоздички. Они у меня тут тоже что-то как-то уже так... Вот она цветет одна. Ну, она была гораздо больше. Не знаю, что-то она подвыгорела в том году. Вот цветочек один есть. Это карликовая гвоздичка тоже какая-то. Так. Теперь, в принципе, то, что касается конкретно вот хвойных растений. Не знаю, вот мое мнение, для вот таких вот горок, если вам нравятся вот такие вот солянки сборные, то, что, ну, как говорится, must have, это вот такая вот горная сосна. Горная сосна, это просто, ну, я не знаю, она... Это то, что однозначно должно быть. Она очень круто смотрится. Вот. Это однозначно. Потом из того, что опять-таки у меня есть вот такая вот гнездовидная ель. Тоже очень круто смотрится. Вот. Теперь, что бы еще я бы рекомендовал, это, наверное, коника, канадская ель. Ну, это, в принципе, она не только для альпийских горок подходит. Ее можно как бы в низине садить. Ее везде можно использовать, эту конику. Ну, этот можжевельник, я не знаю, тут опять-таки я понасаживал, ну, половину надо будет убирать.
Вот, есть еще также из таких вот интересных кустиков, это вот такой вот карликовый барбарис. Вот, что еще, что еще. Ну, опять-таки, вот каменные розы, я же говорю, вот они так вот классно распространяются здесь между камней. Сейчас попробую показать, так чтобы видно было хорошо. Вот так вот они классно смотрятся, то есть они заполняют пространство между камней. Вот такие вот тоже каменные розы. Вот, и тоже очень круто смотрятся. Ну, по поводу седумов, опять-таки, я же говорю, вот есть вот такой вот седум. Ну, их, я не знаю, их просто великое множество, поэтому, чтобы их все посадить, это надо просто очень гигантская альпийская горка, чтобы все это поместилось. Ну, вот такие вот эти стандартные, они тут зарастают. Вон, они сейчас уже цветут, эти седумы. Они зарастают, обрастают тут все со страшной силой. Вот такой вот тоже еще тимьянчик есть. Зелененький. Ну, тут у меня их видов, я не знаю, наверное, с десяток точно есть. Вот такие вот всякие в виде кустов. Что я не рекомендовал бы садить однозначно, это вот ясколка. Вот такая вот. Ясколка, ее там яснотка называют, как ее только не называют. Ну, вот, честно, я бы ее не рекомендовал садить, потому что это такая гадость, которая, если вот ее посадил, она зарастает, просто заплетает тут везде, же вылазит. Я уже ее, не знаю, вырываю. Она просто влезет везде. Вот. Такое агрессивное очень растение. Вот она вот прям вылазит, я же говорю. И заплетает все, что можно. И растения, получается, могут даже погибнуть от нее. Вот. Ну, из таких вот тоже ковриков, ну, это даже, наверное, не коврик, вот орегано, например, тоже классно смотрится, такое зелененькое. Вот это, кстати, орегано, которое именно приправа, то есть его можно использовать. Это растение, честно говоря, точно не вспомню, как называется. Вот это, по-моему, как-то он дубравник называется или что-то в этом роде. А вот, также неплохо смотрятся вот такие вот. Это шалфей, получается, шалфей. Вот этот, который цветет, это шалфей. И вот это тоже шалфей. Вообще очень мне он нравится такой. Расцветка у него такая классная. В принципе, тоже то, что можно использовать. Вот. Ну, собственно говоря, это коротко о растениях, которые у меня использованы. Теперь хочу рассказать немножко вам об ошибках. Потому что у меня уже, получается, этой альпийской горки уже около, по-моему, или 3, или 4 года уже этой альпийской горки. И как бы я уже увидел ошибки, которые я здесь совершил. Ну, значит, самая первая и главная ошибка моя — это подбор растений. Подбор растений в каком плане? Ну, когда вот она маленькая, точнее, ну, когда растения маленькие, да, когда вот вы только засаживаете альпийскую горку, вам хочется максимально закрыть ее, то есть максимально большое количество растений посадить, чтобы все это в первый же год уже смотрелось классно, круто и так далее. Вот, ну, обычно мы не учитываем просто того, что эти растения, ну, вообще какой размер вот в взрослом возрасте этих растений будет, когда они вырастут. Ну, собственно говоря, у меня вот так и получилось, как бы. То есть я понасаживал, допустим, у меня эта же коника, она, ну, как бы это еще маленькая, то есть она будет там до 2 метров может высотой вырасти. Вот, соответственно, вот этот можжевельник уже, он здесь, ну, как бы, как говорится, ни к селу, ни к городу. То есть его явно надо будет отсюда выкапывать, пересаживать. Вот этот, который свечка растет, вот так вот. Вот, то есть... Ну, опять-таки, вот можжевельник, например, который там я садил буквально года 2 назад. То есть он уже вот тут позаплетал, позарастал. То есть растения, которые здесь были посажены, вон опять-таки тут седумы классные. Вот такие. Там он еще какое-то растение, уже даже не помню, что за растение там. То есть все вот эти вот можжевельники, они достаточно быстро растут.
Вот. И надо обязательно уточнять, ну, то есть у продавца, до какого размера они вырастают во взрослом возрасте. Потому что вы можете просто в итоге получить не альпийскую горку, а просто заросль какую-то с вот этих растений. То, что у меня сейчас, в принципе, и получается. То есть мне уже нужно делать санитарную чистку здесь. И, соответственно, эти растения отсаживать, пересаживать и убирать их. Вот. Ну, вкратце это как бы все, что я хотел сказать. Если какие-то будут вопросы, спрашивайте в комментариях. В принципе, с удовольствием отвечу. Опыт уже какой-то есть, скажем так, в эксплуатации этой горки. Что смогу, подскажу. Ну, у меня на этом все. Всем пока, до свидания.